Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Gmail в CRM-систему Bittrex24 в виде лидов. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о новых заказах в другие системы. Например, вы сможете создавать новые лиды в Bittrex24, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые письма». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. Если вы хотите получать уведомления от определенного адресата и по определенной теме, то на этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bittrex24. Теперь необходимо указать действие «Отправка лидов». На этом этапе необходимо подключить ваш Bittrex аккаунт к системе Apex Drive. Необходимо выбрать облачную или коробочную версию Bittrex, страну регистрации, а также доменное имя портала Bittrex24. Для этого переходим в CRM-систему Bittrex24. Теперь необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После успешной установки приложения копируем доменное имя. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, в данном случае с лидами. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать статус, в который будут попадать новые лиды, а также заполнить поля данных. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на новую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Здесь видно, что данные по заказу из письма сформированы в одной колонке. Теперь необходимо имя клиента, контактные данные и данные по товару расформировать, каждое в свое поле. Для этого создадим еще один блок «Форматирование». Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из письма, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать. Создаем блок форматирования. Выбираем переменную со значением тело письма, текст.
Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем имя с двоеточием. В поле «До символов» прописываем телефон с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое исправление данных необходимо проделать со всеми данными из письма, чтобы каждое из значений создалось в отдельной переменной. Теперь вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок «Форматирование». Выбираем такую же переменную со значением «Тело письма», «Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем телефон с двоеточием. В поле «До символов» прописываем наименование с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создать в каждом последующем блоке форматирования. Создаем еще один блок форматирования для переменных наименование с двоеточием, количество с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменных количество с двоеточием, цена с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменных цена с двоеточием, сумма с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменной сумма с двоеточием. Поле «До символов» оставляем пустым. Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки Bittrex24, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блоков форматирования. После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо отправить тестовые данные в CRM-систему Bittrex24. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!